Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт пирожков. Пирожки сегодня у нас будут без лепки, быстрые, вкусные и абсолютно несложные. Рецепт этот у меня очень давно, я его выпекаю, наверное, уже лет 20-25 точно. И рецепт я этот не изменяла. Получается он у меня всегда. Это тесто, можно сказать, даже универсальное. Оно очень хорошо подходит и для пирогов. В этом рецепте вам потребуется только немножко усилий, чтобы сделать начинку. И даже на начинку вам ничего не потребуется много времени, потому что начинку можно сделать из того, что у нас осталось. От вчерашнего обеда, от сегодняшнего ужина. Например, туда может пойти жареный фарш, который у вас остался, пюре, которое осталось немножко, отварная курочка, все, что хотите. Самое главное, что эти пирожки мы не будем лепить. Они делаются быстро, получаются вкусные, и мы их будем выпекать в духовке. Попробуйте сегодня сделать эти пирожки вместе со мной. Получится у всех, мои дорогие. Ну что, приступим. Сегодня мы начнем приготовление, конечно, с начинки. Для начинки нам нужно будет взять картошку, почистить ее. Нам нужно будет очищенного картофеля взять ровно полкило. Заливаем его водой и ставим варить. Как только картофель отварился, перекладываем в другую посуду. Нужно будет сделать пюре. 1 чайная ложечка соли, черный перец по вкусу. И, как я вам уже сказала, нужно будет сделать пюре. Сюда я сегодня не добавляю ни масло сливочное, ни молоко. Ничего абсолютно. Вот такое у нас пюре, такая картошка у нас получилась. И теперь нужно будет обжарить мясо. В небольшую сковороду наливаю растительное масло, любое. И кладу еще буквально 1 чайную ложечку сливочного масла. Это уже для вкуса и, конечно, по желанию. Как только масло у нас растопилось, нужно будет добавить нарезанный лук. Здесь у меня 1 большая нарезанная луковица, мелко нарезанная. Как только лук у нас станет прозрачный, тут же добавляем фарш. Фарш у меня сегодня говяжий, 300 грамм ровно. На 500 грамм картофеля нужно брать всегда на 200 грамм меньше фарша для этих пирожков. Так начинка получается очень нежной и очень вкусной. Мясо, конечно, можете взять любое, какое вы любите. Можете взять курочку, можете взять свинину, кто что хочет. Как только мы разбили комочки и фарш поменял цвет у нас, тут же я заливаю кипятком, приблизительно 100 мл. Кипятка наливаю. Еще раз хорошенечко перемешаю. И теперь нужно будет накрыть крышечкой, уменьшить, конечно, мощность на плите. Меньше, чем среднюю мы ее делаем. Закрываем крышечкой и доводим мясо до готовности. Как только вся жидкость испарилась у нас, мясо уже готово. Солим, 1 чайная ложечка соли и черный перец. Мясо и картошку я солю отдельно, потому что так получается все-таки вкуснее, мои дорогие. Попробуйте. Выключаем плиту. И вот как есть горячее мясо, соединяем с пюре. Если вы еще не пробовали такую начинку, попробуйте обязательно. Сюда можно добавить даже грибы. Тоже получается очень вкусно. И, конечно, говяжью печенку. Вместо мяса тоже можно. Перемешиваю все хорошенечко. Начинка у нас готова. Пока начинка у нас остывает хорошенько, займемся тестом. Для теста нам нужно будет взять 200 мл молока. Комнатной температуры молоко берем. 200 грамм сметаны или йогурта. Не обязательно брать жирную сметану, 10-15%. Даже 10% хватает. 5 столовых ложек растительного масла или сливочного. Кто что хочет, добавляет. Одно целое яйцо добавляю. Яйца у меня где-то приблизительно по 50 грамм каждое яйцо весом. И от второго яйца мы берем только белок. Желток нам понадобится потом.
1 чайная ложечка соли, чайная ложка сахара. И все это нужно хорошенько перемешать. Здесь у меня 650 грамм муки уже просеянной. Муку я добавляю 3 частями. Сюда добавляю 1 чайную ложечку разрыхлителя и 1 чайную ложечку дрожжей. Дрожжи у меня быстродействующие, растворимые. И все это хорошенько перемешиваю. Муку добавляйте постепенно. Мука у всех разная. Может, вам потребуется меньше, может, вам потребуется больше. Добавляю остаток муки. У меня процент белка в муке, 11% белка у меня в муке. Поэтому уже рассчитывайте на свою муку. Добавляю еще 1 столовую ложечку масла и замешиваю тесто. Вот такое тесто у нас получается. Муку я больше не добавляю, у меня всегда уходит 650 грамм муки. У вас, как я вам уже сказала, может уйти меньше или больше. Оставляю тесто. Накрываю его полотенцем и оставляю буквально на 10-15 минут. Нам не нужно ждать, чтобы оно поднялось. Через 20 минут начинаем работать с тестом. Оно уже у нас отдохнуло хорошенько. С этим тестом очень приятно работать. Из него получаются замечательные пироги, не только пирожки, мои дорогие. Разделяю на 3 части. Каждый кусочек собираю в шарик, в комочек вот в такой. И начинаем раскатывать. Каждый кусочек теста нам нужно будет раскатать. В небольшой такой прямоугольник. Приблизительно 30 на 35 сантиметров. И теперь берем 1/3 от начинки и укладываем по краешку. Вот таким образом. И складываю все это в рулетик, сворачиваю. Теперь этот рулетик нужно будет немножко растянуть. И нарезать. Приблизительно по 2 пальца нарезаем шайбочки. Вот такие у нас кружочки получились. Теперь хотите, оставляйте вот именно такими шайбочками, а хотите, сделайте вот такую удлиненную формочку. Лодочка. Как хотите. Кому как нравится. Они и круглые получаются очень красивые, и лодочкой тоже. Перекладываю на противень, который я уже застелила пергаментом. И вот таким образом все пирожки я уже сделала. Здесь у меня желток, который мы оставили. И приблизительно 1 столовая ложка молока. 1-2 столовые ложки молочка добавляйте и смазывайте. Пирожки выпекаются при температуре 200 градусов приблизительно 20-25 минут. Как только они зарумянились, они очень быстро пекутся, не пересушите их. Как только они зарумянились, они уже готовы. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Мягкие, пушистые, очень вкусные. Попробуйте приготовить. Мне кажется, понравится всем. Начинки подходят любые. Только, конечно, не сладкие. С повидлом, с джемом, с яблоками их не нужно делать, потому что начинка вытечет. Попробуйте их сделать именно как сделала я вам сегодня, с пюре и с мясом. И потом мне напишите, понравилось вам или нет. И заходите ко мне на канал, смотрите мои видео, пишите, что вы хотите от меня увидеть.
и будем дружить. Всех люблю. Пока-пока. До новых встреч на моей кухне.